Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Что ждет в ближайшее время? Что или кто идет в вашу жизнь? Давайте узнаем. Ориентир декабрь 2025. Хотя за счет ретро-урана, особенно в вашем знаке, это, скорее всего, что-то будет продолжено с заходом на январь, до конца января, то и до 4 февраля, в аккурат, когда ретро-движение закончится и перейдет уран в прямое директное. Но все же, декабрь мы говорим, да, я не ставлю четких рамок, потому что, ну, у каждого все-таки свои какие-то задачи, мы говорим, своя судьба, и находится каждый из нас в какой-то своей обстановке, при каких-то своих условиях. Но все же, какие события, люди придут в вашу жизнь. И для начала это у нас будут карты пасьянса. Цыганский старинный пасьянс, и он больше нам рассказывает о событиях. Ну, вот так, беспристрастно, просто соединяются значения и показывают наглядно, с чем это может быть связано. Давайте, тем не менее, сделаем, вот такой расклад. А я должна сказать, что темп в декабре может меняться. Вообще декабрь может быть переменчивым. Нам иногда может казаться, что это словно пауза, и мы просчитали что-то по времени, а потом вдруг раз тебе метаморфоза, и ритм как ускоряется. Или это будет буквально по расстоянию, когда, ну, было какой-то размеренный ход жизни, а потом словно много переездов, по крайней мере, в какой-то день или дни, или когда расстояние, да, само по себе по времени. К примеру, вы думали, это где-то в одни сроки произойдет, а здесь может что-то убыстряться, и придется нам где-то тоже поворачиваться. Я не исключаю, что и для вас замедляться что-то может, но, тем не менее, мы еще не знаем, для кого-то так, а для кого-то по-другому, правда? Хоть и объединяет один знак зодиака, но все-таки мы все разные. Итак, цыганский старинный пасьянс, что ждет, что или кто, какие события идут в вашу жизнь. Смотрю я, смотрите и вы. А вот интересно, или вы ждете какие-то документы, или, в принципе, ждете каких-то согласований. Э, Конверт. Причем, конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть и не обязательно, что бумага какая-то, но тут конверт с сургучной печатью, поэтому что-то материальное. Хотя подпись, если мы говорим, ставим, иногда это электронная подпись может быть, или это может быть важный звонок, какое-то сообщение. Но тут как будто вы можете ожидать именно подписания или решения какого-то вопроса. Вот тут извещение, скажем так, или сообщение какое-то важное, как будто в центре. Может быть, кто-то ожидает, намечает сроки или дальнейшие планы уже кто-то из тельцов наметил, но отправная точка именно когда вы что-то получаете. Или, может быть, даже это как отклик конкретного человека, когда вы себе можете сказать «пора». Тут прям как по судьбе. Для вас, ну для вас, правда, мои дорогие тельцы, не то что декабрь или январь. Да, для вас с заходом на май. Я смело это говорю, потому что уран в вашем знаке по 26 апреля 26 года. Там начнет что-то убыстряться, и вам придется в мае, скорее всего, себя в чем-то перестраивать тоже, потому что уран перейдет в знак Близнецы. А в вашем втором доме гороскопа это вопросы денег, финансов. И тут плюс-минус каждый по-своему как-то прочувствует как траекторию свою, да, или с чем вы будете соглашаться, или что вы будете продолжать, что завершать. Но вот вам, правда, судьбоносный период. Крест – это именно как судьбоносные события. Значит, для вас дважды ничто не происходит случайно. Ух ты! Любовь по судьбе. Для тех, кто в паре, это, ну, знаете как, может быть, единение души с любимым человеком. Или когда даже в несколько увядшие отношения, это вот все равно возвращается любовь, легкость. Ну, это тоже где-то судьбоносно. Для тех, кто один или одна, вы можете познакомиться. Где-то планетарно это тоже допустимо. Есть такой момент.
Вы можете причем оказаться в каком-то месте и совершенно не собираться ни с кем знакомиться. Или, знаете, для вас, вот как вашей душе, у кого-то словно израненная душа, замученная душа, но все-таки Уран в вашем знаке зодиака 7 лет. И вы сами думаете, может быть, кто-то из вас, мне бы как-то это все стабилизировать для начала, да? Поэтому я к чему веду разговор, что вы можете быть совершенно сейчас не настроены на новое знакомство, потому как какой-то груз нерешенных вопросов или тем, он просто занимает вашу голову, все ваши мысли, а тем не менее, может быть, такое как раз и знакомство произойдет, какая-то встреча, но вы будете людей оценивать с позиции именно не страсти или каких-то таких мимолетных, да, эмоций, хоть и приятных, а вы тут с позиции надежности. Потому что, ну, есть какой-то опыт. И правда, у кого-то, смотрите, гости. Либо вы в гости, либо к вам гости, либо это какой-то переезд или поездка, контакты с каким-то человеком. Слушайте, а ведь и правда любовь. Какая-то, может быть, долгожданная встреча. Я такое допускаю, все-таки ретро-уран, иногда люди возвращаются. И я не утверждаю, что это именно будут те люди, которых вы ждете. Будем реалистами, я всегда говорю. Жизнь, она не бывает полностью предсказуема. Иногда напоминает игру в покер. И порой нам приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот эти слова, наверное, сейчас особенно относятся к знаку зодиака Телец. Но все-таки любовь, потому что лебедь не просто любовь, искренность, верность. Как-то так. Ух ты! Вот это да. Судьба, любовь, верность, искренность. То есть вот это именно верность. Ну, бокал гости, ладно, отпустим и о другом. Колчан со стрелами. Полное исполнение желаний. Пакет, да, если как какой-то документ, извещение, ну, может и посылка у кого-то, может быть. Но у вас все равно новость какая-то идет. Молния, молниеносное известие. Пойдем дальше. Молниеносное известие при полном исполнении желаний и семейное счастье. И все это вместе ведет как будто к добрым переменам. Вот телец может, знаете, как говорят, если вы хотите, чтобы ваше желание осуществилось, ну вот представьте себя, как будто оно действительно осуществилось. Что вы чувствуете? В каком месте вы находитесь? Буквально до деталей. Какое это место, что вас окружает, или в чем вы одеты, или что вы самое главное чувствуете. Вот ощущения. Это не эмоции, когда чувства, а именно ощущения, когда мы чувствуем словно кожей. И вот мы должны прочувствовать себя как в будущем уже, мои дорогие, и потом словно вот это оставить вот в том эквиваленте, как мы это прочувствовали. Вот говорят, надо отпустить. Вот мы вот это чувство сохраняем в себе, но в то же время отпуская, даем возможность пространству перестроить в этом направлении нашу жизнь. И тогда на самом деле наши мечты сбываются. Поверьте, это не просто так, это на самом деле присутствует. Отчасти пытаются уже квантовая физика это где-то доказать, да, но не углубляясь там в науку, тем более отнюдь я не физик, это точно, но меня это все очень интересует. Физика пространства, физика времени. Но есть какие-то силы, которые пока мы не можем осознать полностью, запускают механизм добрых перемен. Поэтому для вас декабрь может быть действительно и переменчивым, но и судьбоносным. Но посмотрите, какие добрые значения. А ведь и правда. И я вам смело скажу, для кого-то из вас это будет завершение одиночества. Вот как будто сначала в нашем пасьянсе, да, крест выпадает и листва. Когда некоторые значения соединяются, они дают еще одно, третье значение. Вообще это одиночество, да, как ожидание по судьбе. Ничего не происходит. Но потом, удивительно, да, вот именно вот эти карты, дуплеты, где эти совпадения соединяются, у вас как будто, да, разъединяется. И тут совпадает и любовь, полное исполнение желаний,
еще и, понимаете, и перемены, да при этом подкова семейное счастье. Вы знаете, тут могут быть, если мы говорим так уже более предметно, изменения или, может быть, важные документы по части жилья. Ведь подкова, если семейное счастье так прописано в этом пасьянсе, это и наши домочадцы, это наши близкие, где-то любовь, кого мы любим, кто любит нас, но и буквально стены, поэтому у кого-то по жилью. Вам как ангелы помогают, мои дорогие. Очень символично у нас с вами колода сегодня. Таро ангелов-хранителей. Очень люблю эту колоду. Ангел. По судьбе наблюдают высшие силы, мои дорогие, в таком хорошем эквиваленте, смысле. А ведь и правда, смотрите, любовь. У вас совпала роза. Искренность. То есть искренние люди рядом с вами. И надежные, верные. Но вот именно на эту же тему у вас еще выпадает и сердце. Это не израненное сердце, опять же оговорюсь. Немного пытаюсь вас вдохновить больше. Это очень важно, поверьте. Мысль формирует наше будущее. Мысль сегодня. Так вот, когда бывает, такое бывает, кто давно смотрит мои прогнозы, расклады, сердце выпадает с ножом, это как разбитое сердце. У вас нет такого. Вот правда, выход из одиночества и, может быть, какая-то важная встреча или важное решение, или, ну, пусть даже осуществление какого-то важного желания, которое для вас вот именно важно. Но вместе с тем, напомню, мы в нашем пасьянсе можем соединять карты, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И у вас здесь есть такое значение мельница, пустые разговоры. То есть есть и пустые разговоры, видимо, придется зерна от плевел отделять вам, мои дорогие тельцы. Но, может быть, это такой фильтр людской, кстати. Мы ведь спросили, кто или что идет в вашу жизнь. Ну, будут идти люди, просто люди, да, как прохожие в нашей жизни. Разговоры ни о чем. Или когда телец, вы более чем реалисты. Вам, видимо, помогает реально оценить обстановку. Или, наверное, вы людей как-то чувствуете по-особенному именно в декабре. Вы чувствуете, что что-то близится, может быть, к завершению. Или сами уже двигаясь в этом направлении, хотите что-то завершить или больше ясности в свою жизнь добавить. И поэтому вы видите людей, мне хочется сказать, достаточно без иллюзий, да, без розовых очков и, ну, то, что есть в реальности. Вам это помогает. Здорово на самом деле. Смотрю, что еще у моих дорогих тельцов совпадает прочный союз. Кольцо. Явно, правда, тут могут быть, знаете, как и партнерские отношения по работе, я такое допускаю. Или, может быть, это даже для кого-то из вас, ну, не совсем работа, а ваши начинания, но они как бы, ну, партнерские отношения все-таки присутствуют, да, и это будет касаться каких-то дел, вот, ну, или взаимодействия вот по этим документам, бумаге, ну, у кого-то именно кольцо, это уже как какие-то отношения идут на новый уровень развития, и такое я тоже допускаю. Не вижу я больше совпадений. Пойдем с вами дальше. Что нам скажет колода ангелов-хранителей? События на пороге, да? С чем или с кем будут связаны эти самые события? Давайте узнаем, что ждет. Что ждет тельцов? Декабрь. Ну, какая-то радость, хорошее настроение. Кстати, карта тоже предусматривает. Это у нас так выглядит паж кубков. И бокал, да, как? Из кубка выглядывает рыбья голова. И рыба – это у нас знак такой, даже если мы именно сам знак, да, астрологически, как две рыбы, плывущие в разные стороны. Две как бы основные темы. Первое – это возможные перемещения или переезды, переезд куда-то далеко, может быть, это смена места жительства, по крайней мере, кто-то уже пытается осуществить или пытается что-то просчитать, наводит справки, а для кого-то непосредственно вы как бы вплотную подходите к этому вопросу. И вторая
составляющая – это финансы, деньги. Нам где-то об этом сказали. Но это все же этот кубок с этой милой рыбкой держит Паш. И это чувствительность, доброта, интуиция работает. Очень добрая карта – это когда в нашу жизнь приходят такие вот добрые эмоции, хорошее настроение, вдохновение, мои дорогие. Здорово. Вдохновение, хорошее настроение, как будто ждет тельца. Давайте еще спросим, с чем или с кем будут связаны события. Ну, смотрите. Вот интересно, нулевой аркан, чаще мы говорим шут или дурак, да, называется. Ну да, к себе, не очень название. А здесь нет. Мечтатель, мои дорогие. Это инициатива, это первый шаг. Это где-то доверие, да, или вера в наши собственные силы, то, что у нас еще и получится. Вот я говорила вот об этой аффирмации, когда вы хотите, чтобы ваше желание сбылось, нужно себя обязательно именно через ощущение, как будто представить в будущем, как будто вы это уже получили. И здесь все-таки по этой карте нам как ангел стоит за спиной вот этой девочки, и это как защита, протекция какая-то. Но и наша-то собственная вера нам помогает вовремя остановиться. Где-то мечтать это нужно, все то, что я сказала. Но будьте осмотрительны. Для кого-то из вас ведь правда может так проиграться, что вы окажетесь в новой местности. И вам придется учитывать и какие-то традиции, или жизнь по новым законам. У кого-то, когда речь сама по себе не на вашем родном языке, а на каком-то другом, и вы пока еще недостаточно понимаете, где-то пробуксовываете, это тоже очень мешает. Но тогда мы должны быть осторожным. Но это вообще начало-начал. Жизнь, правда, постепенно, особенно вот Уран в вашем знаке зодиака, до 4 февраля, ну, как подводит какой-то баланс, давая вам возможности что-то для себя, сохранить именно то, что должно быть продолжено, и завершить то, что само просится уже. Как завершится старший аркан, здесь действительно и внешние события словно вам помогают. Что ждет, с чем или с кем будут связаны события. Но будете сомневаться, мои дорогие. Есть. Девятка мечей – это у нас всегда, с одной стороны, карта бессонницы. Может быть, у кого-то конкретно этот недуг, и тогда надо с этим что-то делать. Если это именно от того, что мысли разные лезут в голову, тогда, ну, минимизировать эти мысли. Не смотреть, может быть, новости перед сном, не смотреть какие-то там блокбастеры, или вот не думать о том, что, знаете, оно действительно из головы не выходит, но всеми способами себя стараться. Может быть, медитация, мои дорогие, у кого-то йога, или просто, ну, 10 минут в день уделить тому, что мы, ну, как расслабляемся, медитируем. Каждый, кто как может, пытается абстрагироваться, может быть, спокойно где-то полежать, посидеть, книгу почитать. У каждого свои способы, да, но вот именно когда мы освобождаем голову, потому что, с одной стороны, это может быть и из-за усталости, кстати, такое тоже бывает, это эмоционального перенапряжения. Уставшие люди делают ошибки. У кого-то, когда много работы, может быть, было в предыдущий период, а у кого-то много мыслей, и тоже не заснешь, да, как мы говорим. Но мы тогда видим словно в негативном свете все эти события, а вам нужно, понимаете, вот это ведь то, чего нет. Нам человек даже с закрытыми глазами прорисован. То есть открыть нужно глаза, понимаете? Может быть, и есть некоторые моменты, которые нам нужно не упустить. Мы их можем представлять в негативе, а на самом деле нет там какого-то негативного воздействия на вас. Мы можем и кому-то не доверять, такое тоже может быть. Но, видимо, холодная голова, рациональные мысли вам помогают все расставить по местам. Ну и, может быть, режим труда и отдыха. А у кого бессонница – это уже хронический недуг. Нужно подумать, может быть, и обратиться к специалисту. Что ждет? Ну, это вы сами, конечно, король земли или король пентаклей. Это, знаете, добрый человек. Тот человек, который готов делиться. Конечно, это карта традиций и реализации какого-то вашего проекта. Может быть, и вы кому-то будете помогать из близких, да, вот мы говорили взаимодействие. Но это словно, понимаете, все-таки это статусная карта, и у кого-то, правда, будет пересмотр отношений, может быть, по части личной жизни, а у кого-то это
творчество, работа, получение, да, новой должности, или к этому идет, может быть, вполне вероятно, добрые перемены. Меняется должность, меняется и график работы. Может быть, и работы больше, но значит тогда и побеспокоиться о своем имидже все-таки иногда проходит эта карта, потому что встречают нас по одежке, провожают по уму, а любая карта придворная, она как бы, ну, немного так притягивает наше внимание, как будто нам нужно соответствовать чему-то, понимаете? И новому статусу вот у кого-то может быть, у кого-то банально вопросы, связанные с банками. А иногда эта карта будет говорить о надежном человеке в вашей жизни. Или супруг. Может быть, и супруга, тогда мы уже не рассматриваем карту по полу. Но, тем не менее, это может быть еще и тот человек, который надежный, который понимает вас с полуслов, а может быть, вообще с полувзгляда. Тут есть какая-то персона очень важная в вашей жизни. Что ждет еще тельцов? Ну, точно вы куда-то либо поедете, отправитесь, либо к вам кто-то приедет. Неожиданное известие, потому что это всегда будь готов к неожиданностям. Рыцарь жезлов. И, значит, вам нужно, вот почему вам буквально мешает вот по девятке мечей, вот когда мы там начинаем себе какой-то глубокий самоанализ, тут нечего анализировать, тут нужно все просчитывать. И если даже какая-то новость приходит неожиданная. Она не просто так к вам пришла, вам это нужно додумать. И, может быть, если вы сталкиваетесь с какой-то неожиданностью, тут тоже нужно быстро что-то проанализировать, но не терять веры в себя. Потому что карта говорит, если ты действительно в себя веришь, ты сумеешь все преодолеть. Какой-то путь вам придется пройти в одиночку. Есть некоторые дела, мои дорогие тельцы, которые вот что ждет, с кем или с чем они связаны. Может быть, и есть взаимодействие, но ваши активные действия, к ним где-то приготовьтесь. Но у вас сейчас какой-то добрый момент или стечение, может быть, обстоятельств, вот мы об этом говорили, которое вам буквально будет помогать. И это карта скорости. Поэтому я где-то говорила, что, может быть, нам придется словно ускориться. Мы думали, один график, а тут вот себе этот график где-то придется менять в течение декабря как минимум. Так что же ждет? Ну вот, наверное, оно где-то все, ну, к тому идет. Десятка кубков, как мы называем, да? И тут конкретно семья, любовь, радость. Нечего добавить. Вот что ждет семья, любовь, радость. Ну, наверное, это как квинтэссенция всего того, что я сказала и что нам показали карты старинного цыганского пасьянса, по крайней мере, к чему мы идем. И мы этого можем достичь. Полный баланс. И причем по этой карте, правда, тут могут быть и вопросы, у кого что. Взаимоотношений, родителей, детей. Или пусть это новая какая-то история, которая только зарождается и продолжает развиваться. У кого-то это буквально стены вместо вашего пребывания. Ну и в целом-то финансовое благополучие тоже. Вот как уран Тельце благополучие означает. И вот, видимо, вы подводите постепенно итоги. Зачем вот этот 7-летний период предыдущий, достаточно сложный, зачем он вам был нужен? И какие перспективы перед вами открываются? И правда, ведь многих жизнь изменилась вообще, как перевернулась в какой-то период за эти долгие 7 лет с ног на голову. Время, мои дорогие тельцы, просто себя похвалить за то, что вы что-то выстояли, выдержали. У вас хватило терпения. Ну вот и теперь тут нужно что-то продолжать. Или вы победите, или у вас не хватит терпения. Второй дом гороскопа, дом финансов. Это будет то какое-то новое начало, которое после 26 апреля. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, а я благодарю, что вы смотрите мои видео. Благодарю за ваши волшебные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Переходите на мой сайт, ссылки в описании под видео, читайте мои публикации. Я уверена практически, каждый из вас найдет ту информацию, которая вам будет чем-то полезна. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.